Япония погрязла в хаосе разрушительных гражданских войн. Даймё, расширяя свои владения и наращивая свое влияние, раз за разом вторгаются во владения то одного дома, то другого. Сёгун утрачивает свою мощь, а самурайские армии знатных домов расширяются и воюют от заката до рассвета, проливая кровь, разоряя и оставляя в нищете бедствующее население Японии. Крепость Осака, ранее захваченная Токугавой Тадайоси, отстроена и служит опорной базой армии Токугавы для потенциальных вторжений в приграничные владения других даймё. Лидер клана Такеда Синген давно точит зуб на Токугаву Тадайоси. Крепость Осака около 10 лет не давала покоя дайме Такеда. Крепость восстановлена и защищают ее воины многочисленной армии Токугавы. Тадайоси оставляет в гарнизоне крепости около 10 тысяч самураев, а сам направляется войной на Уэсуги. Такеда Синген долгие годы готовился к очередной кампании. Его армию пополнили десятки тысяч самураев. Армия Такеды шла к крепости Осака, и на рассвете воинство Сингена уже стояло у крепостных стен крепости. Друзья, 90% из вас смотрят ролики, что я делаю для вас, без подписки. Подпишись, я тебя не разочарую. Защитники успели вобрать в свой гарнизон всех способных держать оружие в области Осака. Командовал обороной брат Токугавы Тадатеру. Под его командованием около 6000 самураев ближнего боя и около 2000 дальнего боя, а также 2000 ясигару. Помимо этого, 4 отряда ветеранов, воздвигнутых в ранг героев. Эти самураи обладали наилучшей экипировкой и вооружением и являлись охраной Тадатеру. Такеда же привел за собой 15-тысячную армию, целиком состоявшую из самураев, также имевшую орудия дальнего боя для сокрушения крепостных стен и башен Осаки. Такеда не медлил и отдал приказ о наступлении. Немедля вся 15-тысячная армия Такеды обрушилась на крепостные стены. Орудия дальнего боя метко поражали ворота и стены Осаки. Самураи на крюк-кошках взбирались на крепостные стены, а лучники тем временем заливали стрелами все, что находилось за стенами. Казалось, что воинов Такеды не остановить. Плацдарм, окруженный крепостными стенами на первом уровне Осаки, лидер обороны решил сдать без боя и увести большую часть воинов на второй уровень, так как надеялся, что самураи Такеды быстро заполонят первый уровень крепости и окажутся в ловушке. Самураи Токугавы свяжут боем воинов Такеды, устроив вылазку, а лучники, расположившиеся за стенами второго уровня крепости, сумеют запросто обрушить ливень стрел в незащищенные позиции воинов Такеды. Пока самураи Токугавы отходят за стены второго уровня крепости, лидер обороны бросает в бой 3 подразделения самураев и 1 отряд монахов, чтобы прикрыть отступление основных сил, давая тем время на передислоцирование.
Самураи Токугавы стремительно покидают второй уровень крепости и, преодолевая брод, бросаются на только преодолевших стены самураев Такеды. Завязывается бойня. Лучники по обе стороны обрушивают шквал стрел, не щадя сражающихся в ближнем бою у стен второго яруса. На часы затягивается битва. Воины по обе стороны, не жалея себя и с максимальным усилием, рубят друг друга. В битве сошлись обе стороны крепости около 10 тысяч самураев. Такеда Синген, не сбавляя натиск, продолжает слать подкрепления. Видя то, как армия Такеды наращивает свою численность у второго яруса крепостных стен, Тадатеру также выводит из резерва свои подразделения самураев. Спустя время Такеда Синген, внимая доклады с передовой, понимает, что оборону сражающихся самураев Токугавы не сломить, и настало время маневров. Синген приказывает самураям в резерве на крюк-кошках преодолеть одну из крепостных стен второго яруса и обезвредить защитников у врат, ведущих к сражению по правый фланг, завязавшейся битвы с одной из сторон крепости Осаки. Однако, только самураи взбрались, их тут же встречают элитные воины одного из 4 подразделений Тадатеру. Самураи, облачившиеся в уникальные доспехи и вооружившиеся нагинатами, набросились на самураев Такеды. Мастерство ближнего боя элитных самураев превосходило навыки самураев Сингена. Они с легкостью сломали строй пехоты Такеды и принялись неистово рубить тех, не оставляя и шанса на отступление. Битва, начавшаяся часами ранее, не давала признаков скорейшего завершения. Воины увязли в этой схватке, и ни одна из сторон и не думала покидать свои позиции. Такеда Синген понимал, что такими темпами воины Такеды ослабнут, и выносливости самураев придет конец. Это может сильно сказаться на морали защитников и их подъеме, а также резервы Токугавы сумеют вытеснить самураев Такеды аж за стены первого яруса. Вылазка защитников под градом стрел стремительно набирала обороты. Вот-вот самураи Такеды падут. Тогда Синген решает ввести в бой свои элитные подразделения, что, укрывшись в лесном массиве неподалеку от крепости, ждали своего часа. 6 подразделений ветеранов, прошедших десятки битв, и 4 подразделения лично отобранных даме Такеда самураев. Возглавил техпреемник Сингена Такеда Кацуюри. Он лично должен был прорваться в тыл сражающихся воинов Токугавы и отрезать путь подкреплениям защитников, и не дать отступить неприятелю, связав боем тыл всего гарнизона Осаки. Удар в тыл сражающихся поверг в шок командующего Токугавы.
Воины, что скрывались неподалеку, стали самой настоящей чумой армии крепости. Элитные самураи с Нодати и нагинатами набросились на подразделения сражающихся самураев крепости. И, сломав тем хребет, перебили всякого без остатка. По другую сторону крепости, где также длительное время воины Такеды пытаются прорваться с боем, наконец приходят донесения. Защитники, спустя десятки минут, прознав о падении обороны на другой стороне крепости, утрачивают свою мораль и отступают к вратам второго яруса Осаки. Самураи Такеда, видя отступление защитников, немедля срываются за ними. Не успев занять боем воинов Осаки, в проеме врат с помощью крюк-кожи взбираются они на стены и бьют в тыл элитные подразделения Тадатеру, занимая ворота крепости, давая возможность великой кавалерии Такеда прорваться за стены и ударить по лучникам гарнизона. Десятки минут еще держались защитники с левой части крепости, по другую же сторону остатки воинов Такеды численностью около 400 самураев направляются к крепости на третьем ярусе. Проникнув во дворец наместника, прорываются самураи Такеды с боем в покое Тадатеру и берут того под стражу. Когда защитники второго яруса узрели плененного брата Сёгуна, битве пришел конец. Десятки тысяч убитых, около 5000 раненых. Крепость наполовину сожжена и разрушена, а богатства, что хранились в крепости Осака, направляются во владение Такеда Сингена. Не забудь поставить лайк, написать комментарий, поддержать ролик материально ты можешь по реквизитам в описании. Спасибо всем за мотивацию, до скорого.